После многочисленных попыток успокоить своего малыша, который уже несколько дней подряд не переставал плакать, отчаявшаяся мать решила проверить подгузник. Она ожидала обычной смены подгузника, но то, что ей открылось, стало для нее шоком на всю жизнь. Когда Елена Соколова собиралась начать стирку, пронзительный крик заставил ее замереть на месте. Жалобный звук, полный отчаянной просьбы о внимании, разнесся эхом по всему дому. Это была ее 5-месячная дочь Кира, которую всего несколько минут назад уложили спать. Елена устало вздохнула. Ее маленькая дочь уже некоторое время беспрерывно плакала. Молодая женщина, работавшая медсестрой, заметила, что все началось примерно 3 дня назад. В ту ночь малышка Кира плакала настолько сильно, что она и ее муж Андрей Соколов почти не сомкнули глаз. На следующий день ребенок продолжал плакать, делая короткие паузы лишь на кормление и сон. Когда плач продолжался на протяжении всего дня, встревоженные родители решили обратиться за медицинской помощью и провести тщательное обследование. К сожалению, врач не обнаружил никаких проблем со здоровьем и объяснил беспокойство Киры обычными симптомами прорезывания зубов. Доктор порекомендовал несколько простых массажных процедур, а также назначил ребенку медикаменты, отпустив Елену и Андрея домой с заверениями, что постоянный плач вскоре пройдет. Слова врача принесли родителям некоторое облегчение, и они вернулись домой, надеясь, что настроение их дочери скоро улучшится. Они продолжали внимательно наблюдать за малышкой и давали лекарства в назначенное время. Однако время шло, а покоя и облегчения, на которые рассчитывали Елена и Андрей, все не наступало. Крики ребенка не стихали. Напротив, они становились все громче и отчаяннее. Очень скоро слова врача начали вызывать у родителей сомнения и тревогу. Им казалось, что за страданиями ребенка скрывается нечто более серьезное, чем кажется на первый взгляд. Обеспокоенные родители и представить не могли, что это зародившееся сомнение приведет их к по-настоящему шокирующему и тревожному открытию. Вид их маленькой дочери, испытывающей постоянную боль, пробудил у Андрея и Елены воспоминания о недавнем прошлом. Супруги поженились всего год назад и с нетерпением ждали момента, когда смогут создать собственную семью. Молодые люди были безмерно счастливы, представляя свое будущее вместе с маленькой дочерью. Однако за несколько недель до рождения Киры их мечта столкнулась с неожиданной трудностью. Когда беременность Елены уже приближалась к последнему триместру, ребенок родился раньше срока. Появление девочки стало полной неожиданностью для супругов, ведь до предполагаемой даты родов оставалось еще около 5 недель. Несмотря на внезапность, родители были счастливы принять своего малыша. Тем не менее, тревога по поводу возможных последствий преждевременных родов оставалась. Как и предполагалось, врач сообщил, что у ребенка ослабленный иммунитет после того, как наблюдал за девочкой в течение нескольких дней после ее рождения. Доктор настоятельно посоветовал Елене и Андрею особенно тщательно следить за гигиеной их дочери, предупредив, что даже незначительная простуда может негативно сказаться на ее здоровье. Он также подчеркнул, что ребенка необходимо регулярно осматривать и проявлять повышенную осторожность в течение первых 6 месяцев жизни. Теперь, наблюдая за тем, как их бедная дочь уже несколько дней подряд плачет без остановки, молодые родители все чаще вспоминали слова врача. Материнское чутье подсказывало Елене, что ее ребенка беспокоит нечто более серьезное. В понедельник утром она готовила Киру к очередному визиту в больницу. Молодая мама собиралась отвезти дочь на плановый осмотр и снова проконсультироваться с врачом, чтобы, наконец, понять причину ее страданий. После теплой ванны Елена собиралась надеть на малышку новый подгузник, когда вдруг заметила нечто странное. На мягкой ворсистой ткани подгузника виднелось маленькое коричневое пятно.
Елена внимательно присмотрелась, пытаясь понять, откуда оно взялось. Ее дочь еще не носила этот подгузник, поэтому возник вопрос, как на нем появилось пятно. Продолжая внимательно рассматривать ткань, женщина заметила еще несколько похожих точек, разбросанных по поверхности. Она сразу же позвала Андрея и показала ему странные следы, спрашивая, может ли он понять, что это такое. Вместе они начали рассматривать загадочное вещество, строя различные догадки. Однако, когда они наконец поняли, что перед ними это открытие обрушилось на них словно тяжелый удар, их глаза расширились от ужаса, когда они осознали, что именно собирались надеть на свою дочь. В мягкой ткани подгузника Киры были спрятаны крошечные острые кусочки ржавого металла. Елена надеялась, что это всего лишь единичная производственная ошибка, и проблема касается только одного подгузника. Но ее сердце упало, когда она обнаружила такие же металлические фрагменты и в других подгузниках из той же большой упаковки, которой они пользовались. Потрясенная мать разрыдалась, осознавая возможные последствия этого страшного открытия. У Киры был слабый иммунитет, и невозможно было предсказать, как ее организм может отреагировать на контакт с ржавыми и загрязненными кусочками металла. Елена пыталась понять, как долго ее дочь могла носить такие испорченные подгузники, и внезапно ее поразила пугающая мысль. Она вспомнила, что беспокойство ребенка началось именно тогда, когда она открыла эту упаковку подгузников и начала ими пользоваться. Родители даже представить не могли, что ошибка известного бренда может поставить под угрозу здоровье их ребенка. После обнаружения металла Елена и Андрей немедленно повезли свою дочь в больницу для срочного обследования. Елена молилась о том, чтобы с ее ребенком все было в порядке. Врач упомянул, что существует риск заражения сепсисом из-за контакта с грязной средой, и, вспоминая, сколько раз она уже использовала эти подгузники, Елена мысленно готовилась к худшему. Она не могла перестать думать о том, сколько подгузников из этой упаковки могли содержать металлические осколки и почему она не заметила этого раньше. Чувство вины и отвращения к себе мучили ее, ведь ей казалось, что именно она поставила свою дочь в опасное положение. К счастью для перепуганных родителей, у Киры обнаружили лишь небольшие повреждения кожи на ягодицах. Никаких металлических фрагментов или серьезных загрязнений в организме ребенка обнаружено не было. Хотя это было большим облегчением, Елена все еще ожидала окончательного заключения врача о возможных последствиях для здоровья ее дочери. К счастью, медики смогли быстро оказать помощь пятимесячной девочке и заверили родителей, что угрозы заражения или других заболеваний нет. Услышав эти слова, Елена испытала огромное облегчение. Однако после того, как напряжение немного спало, молодая мать решила не оставлять произошедшее без внимания. Супруги подали официальную жалобу производителю подгузников. Пережитое испытание оставило у них тяжелое впечатление, поэтому они потребовали от компании начать расследование и выяснить, каким образом в купленных ими подгузниках оказались металлические осколки. Елена и Андрей сделали этот шаг не ради компенсации, а ради прозрачности и ответственности бренда, которому они доверяли. Родители считали, что обязаны предупредить других мам и пап. Любой ребенок мог оказаться в подобной опасности. Несмотря на свою уязвимость, их дочери повезло пережить этот случай без серьезных последствий. Однако Елена понимала, что другим детям могло повезти гораздо меньше. Когда информация об инциденте дошла до компании, ее представитель принес публичные извинения и сообщил, что проводится внутреннее расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. При этом представители компании воздержались от подробных комментариев, пока проверка не будет завершена. Такая сдержанная реакция отличалась от того, чего ожидали молодые родители.
Когда речь идет о безопасности ребенка, они считали, что компания должна действовать быстрее и более ответственно. Тем не менее, даже после принесенных извинений Андрей рассказал, что представители компании связались с ним и попросили предоставить производственный код поврежденных подгузников, но при этом не дали четкого подтверждения самой жалобы. Недовольные медленной реакцией со стороны бренда и магазинов, Елена и Андрей решили рассказать о произошедшем в интернете, чтобы привлечь внимание других родителей и напомнить им о необходимости внимательно проверять товары, которые они используют для своих детей. Многие пользователи сети поддержали семью, выражая сочувствие и шок по поводу произошедшего. В одном из комментариев супруги обнаружили сообщения от 2 других семей, чьи дети также пострадали от металлических элементов в подгузниках той же компании буквально на прошлой неделе. То, с какой скоростью начали появляться подобные случаи, вызывало серьезную тревогу и усилило давление на производителя. Со временем эта история постепенно ушла из новостей. Неизвестно, удалось ли семье Соколовых и представителям компании прийти к каким-то договоренностям за закрытыми дверями. Однако публикации семьи в социальных сетях показывали, что им удалось пережить это тяжелое испытание. Тот факт, что они не стали втягиваться в длительные судебные разбирательства, лишь показал их способность исцелиться, простить и двигаться дальше. Для них самым важным оставалась жизнь и здоровье их драгоценной дочери, и именно это им удалось сохранить благодаря тому, что в тот судьбоносный день они вовремя решили проверить подгузник. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.